после Токио я уже заканчиваю. Бабский коллектив. Спортом очень мало интересуюсь, особенно художественной гимнастикой. Я уже немножко наелась. Гимнастика стала не гимнастикой, а просто цирковым искусством. Не могу по-другому. У меня очень много уже было за мою карьеру таких непростых историй. Мы, конечно, спортсмены, но в первую очередь люди. Я никогда не возвращаюсь. Мне нельзя было выходить на улицу. Карьера, в принципе, у меня уже сложилась. Команда проекта «Разговоров о гимнастике» благодарит компанию «Соло» за поддержку. И для наших зрителей приятный бонус – промокод на скидку. Кать, привет! Ты первая действующая спортсменка, которая пришла к нам в гости, причем не просто пришла, а прилетела из Беларуси. Привет, Азиза, очень рада прийти к вам в гости. Мы часто в наших выпусках разговариваем со спортсменами, которые прошли 2 олимпийских цикла, что между 2 олимпиадами уже взрослый осознанный спортсмен получает удовольствие. Расскажи, у тебя как раз сейчас период между 2 олимпийскими играми. Ты получаешь уже настоящее удовольствие взрослой гимнастки от нашего вида спорта? Знаешь, да, последний год мое немножко отношение вообще поменялось к спорту. Не в худшую, не в лучшую, оно просто поменялось, потому что я уже повзрослела и ко многим вещам отношусь намного проще, чем до этого. И сейчас у меня последний год до Олимпийских игр, и после Токио я уже заканчиваю, поэтому, да, это такой вот кусочек времени, который я понимаю, он уже не повторится никогда, и я стараюсь наслаждаться по максимуму. Ты первый раз осознанно идешь, что ты закончишь после Олимпийских игр? После первых Олимпийских игр ты не планировала заканчивать? Женя Канаева говорила, что, скорее всего, задумывалась уже об этом. Нет, у нас в Беларуси немножко по-другому. Ты как бы заранее понимаешь, сколько олимпиад у тебя будет. Да, ну у нас немножко другая конкуренция, и если ты уже занимаешь место в сборной, соответственно, ты доводишь это до конца. Единственное, что может повлиять, это, наверное, здоровье, все остальное как бы в твоих руках. Как раз про, наверное, белорусскую сборную, про Россию нам уже много известно. Девчонки рассказывали, как попадают в сборную России. Расскажи, как у вас устроена система белорусской художественной гимнастики, потому что вы показываете результаты и соревнуетесь со сборной России, ну как бы вы лидеры мировой художественной гимнастики. Как устроена система внутри Белоруссии? Как взращивают таких спортсменов у вас? В самом Минске, Минск — столица Беларуси, на всякий случай, кто не знает, для зрителей. Я это знала, я там была. Есть 3 основные школы. Динамо, 16-я школа с Дюшор и Спартак. И вот это 3 основные школы, откуда у нас попадают дети в сборную. Есть еще области, оттуда дети тоже также приезжают к нам, но немножко поменьше. Там, как бы, если можно так сказать, выстреливают некоторые личности, которые могут приехать, и дети перспективные, они остаются в Минске. Дети выступают на чемпионате страны, первенствах, и там их отбирают, просматривают перспективных детей, приглашают в Минск, они начинают тренироваться, а уже потом чуть-чуть подрастают, начинают выезжать куда-то вот за границу выступать. У нас, наверное, нету такого отбора, вот ты стал первым на чемпионате страны, и ты сразу попадаешь. Нет, у нас смотрят просто перспективных детей, и их приглашают в столицу. Правильно ли я понимаю, что вся сборная, все лучшие гимнастки собраны в Минске? Да, конечно. Единственное, раньше мы тренировались все, где была школа «Динамо». Это было очень старое здание, и наконец-таки нам в прошлом году построили новый дворец гимнастики, куда именно сборная переехала. Сама школа осталась там же, а сборная теперь тренируется в новом здании. Там есть гостиничный блок, в котором живут дети, живу я, живет еще Горносько Алина, Настя Салас. Настя Салас приезжая, поэтому она по-любому там бы жила. А нас с Алиной
туда как бы переселили, мы сами попросились, потому что это намного удобнее, чем Чем выезжать. жить дома, чтобы Да. успевать отдыхать между тренировками? Ну, да, ты понимаешь, что если тренировка в 8 утра, ты можешь проснуться в 7:50, на ходу проснуться. А может, и не всегда проснуться, Да, но не дойти всегда до зала. проснуться. Или на хореографии проснуться. Это намного удобнее, когда ты в перерыве можешь прийти в свою комнату, полежать, а не так где-то кочеваться в комнате отдыха. Это удобнее. Расскажи, вот твой график перед чемпионатом мира, то есть это, наверное, самый загруженный график в течение дня. Вот. Я тебе скажу, что период подготовки перед главным стартом, он, наоборот, уже не сильно такой загруженный. Он, наоборот, немножко уже больше на концентрацию, и мы тренируемся, ну, вот я, например, тренировалась часа 3 в целом. Да Первая ладно? тренировка, ну не 3, ну хорошо, 4. Это первая тренировка, и вторая была где-то часа 3. Хотя обычно мы тренируемся с утра 5, и вечером еще 4. Вот я тебе рассказываю. В 8 утра у нас хореография. До 9:30. Потом, пока разминка, пока вышел в раздевалку, пока сходил, воду попил, еще что-нибудь сделал, ну, где-то часов в 10. Потом распрыжка, махи, где-то вот в 10:30 ты берешь вид. И мне хватало 45 минут на вид, чтобы его отработать. Это перед миром. И поменять, да. Это вот 1,5 часа еще плюс. Ну и как бы на этом все. Когда уже подготовка к новому сезону, когда вот Ищется новые программа, программы, да, вот тогда уже в зале сидишь прям долго. Это уже не такая интенсивная тренировка, но Но по муторная количеству такая. часов занимает да, очень да. много. И так у всех гимнасток, то есть даже гимнастки ты как первый номер, как самая опытная гимнастка в Беларуси, возможно, к тебе там перед миром дают вот такие небольшие по количеству часов тренировок? Или Да, это только девчонки так молодые? мне. Ну вот только ты, а молодые девчонки, наверное, больше все равно перед миром Да, тренировались. да. Ты как опытная гимнастка уже. И задание у них немножко по-другому было. В какие-то моменты мы делали одно задание, но были моменты, когда мы на разных площадках тренировались и делали каждый сам свое. А на тебя давит груз ответственности, что ты все-таки первый номер сборной Беларуси, что девчонки на конкуренцию уже составляют себе такую, можно сказать, крепенькую, и ваши взаимоотношения, ты для них как все-таки как старший наставник, или вы друзья-подруги? Ну, смотря в каком плане смотреть. По жизни я не хочу быть наставником, и я не имею права, поэтому мы просто общаемся. Я не могу сказать, что мы там очень сильно дружим, потому что в силу возраста. Алина с Настей еще любят мультики посмотреть, поэтому как бы я уже немножко переросла это. Какой у вас возраст, получается, разница в возрасте? 4-5. С Алиной 4 и с Настей 5. Немножко другие интересы, это надо понимать. В зале, что касается работы, я могу что-то подсказать, ну, как мы, наверное, общаемся на равных. Но я тоже стараюсь не навязываться своими какими-то советами, потому что, ну, мне бы, наверное, было неприятно, когда мне говорят то, о чем я не прошу, поэтому мне не очень хочется. Если спрашивают, то ты им обязательно Если спрашивают, поможешь. Конечно, я могу что-то подсказать, могу поддержать, когда сложно. Все-таки, когда тренер что-то может сказать и, там, не знаю, задеть, понятное дело, что я просто словом могу поддержать. Но внутри команды у вас достаточно добрая атмосфера, вы нету. работаете на одну цель, и ваша бронза, такая крепкая дороже, мне кажется, золото иногда это называется. Атмосфера в сборной очень располагающая к работе. Да, у нас нету никаких проблем, нету подстав. То есть то, что показывают Ну, в как бы, фильмах знаешь, про гимнастику, что кто-то режет ленты или Не, друг другу не, там такого подсыпает нету. что-нибудь. Но надо понимать, что художественная гимнастика — это сугубо женский вид спорта, это бабский коллектив. К сожалению, к счастью, И не знаю. везде есть такие разговоры, это безусловно. Но ничего такого глобального у нас не происходит. А с кем из сборных ты общаешься, из девчонок, как вот конкуренция между странами? Общаешься ли ты с кем-то, может, девчонками из сборной России? У меня, в принципе, со всеми хорошие отношения, но чтобы, знаешь, общаться, я не могу сказать, что у меня подруги из спорта есть. Я сама в спорте, но, честно скажу, спортом очень мало интересуюсь, особенно художественной гимнастики, хоть я 9 часов в день провожу в зале. Я не знаю, как это можно понять, но это так.
И у меня очень много друзей именно вне спорта. Как-то я стараюсь переключаться, потому что я уже, честно скажу, за свою жизнь, а я уже 18 лет в спорте, я уже Ты в 4 года пришла? Да, я уже немножко наелась. И, кстати, у меня очень история интересная. Я очень много лет рассказывала, что в гимнастику пришла в 5 лет. И все интервью давала именно такие. А потом год назад мы как-то посчитали, оказывается, в спорт пришла в 4 года. Откровение. И тут сейчас надо все, да. И сейчас надо все переделывать. Так что мы первые, кому точно мы знаем, когда Катя Галкина пришла, да, так что в 4 года. Это радикально меняет всю историю. А со сборными вот на соревнованиях, то есть со всеми приветственно, по-дружески можешь пообщаться, поздороваться, да, нет никаких конкуренций, то, что проходим мимо, мы с ними не здороваемся. Была такая ситуация, может, с Азербайджаном только, но это да, было... Ладно. Да, но это было на тренерском уровне, там какие-то конфликты, и почему-то вся сборная была против нашей. И иногда бывало так, что даже девчонки не здоровались. Но потом, например, мы с Мариной ездили на мастер-класс, и мы жили в одном номере, и мы отлично общались. Правда, она уже закончила на тот момент. Но я могу понять девчонок, потому что их, может, там и настраивали на тот момент. Конечно, идет от тренерства. Ну и навязываться ты не будешь, просто есть какое-то воспитание, которое не позволяет не здороваться и проходить мимо. Такой самый, наверное, актуальный вопрос. Также Женя Канаева в своем интервью рассказала, что она гордится, что смогла адаптироваться, она гимнастка, прошедшая 2 олимпийских цикла, что она смогла адаптироваться к 2 совершенно разным, можно сказать, правилам художественной гимнастики. Для наших зрителей после каждых Олимпийских игр Фидж пересматривает правила и вводит разные нормы и разные оценки за что-то. И правила могут очень сильно отличаться. Если там в период Жени Канаева было там 17-18 элементов, то сейчас у нас очень ценится, например, количество мастерства и оценка открытая. Ну, такие. Расскажи, как ты это пережила? И как, потому что... Хорошее слово, пережила. Вот мне, потому что, если смотреть по новым правилам, очень тяжело адаптироваться к гимнасткам, которые, были в предыдущем олимпийском цикле. Это именно надо пережить. И твое, наверное, отношение к этим правилам. Для чего, для кого? Знаешь, я думаю, что много гимнасток, которые прошли Рио, не смогли бы продолжить по нынешним правилам, потому что это кардинально поменялось, просто кардинально. И, увы, к сожалению, гимнастика стала не гимнастикой, а просто цирковым искусством каким-то. Что для меня вообще нехорошо, потому что я сама очень эмоциональная, и моя гимнастика больше связана таким, наверное, с театрально-сценическим танцем. В общем, это с эмоциями. А сейчас даже нет секунды, чтобы можно было как-то выразить музыку. И это, конечно, для меня очень больно. Эта секунда может появиться, если ты уберешь пару эмок, но если ты уберешь пару эмок, ты конечно. не сможешь конкурировать. Да. И если ты хочешь конкурировать и быть в топе, тебе надо все упражнения как нафаршировать большим количеством мастерства. Из-за этого это очень сложно и в определенный момент убивает как раз красоту гимнастики. У меня еще не самое большое количество эмок, я еще все равно стараюсь как-то выразить музыку, но в некоторых моментах, даже при чистом исполнении, все равно, там, например, Линой или Дина Арина что-то делают, именно чистое упражнение, то понятное дело, что я немножко так ниже, даже за своим чистым исполнением, но зато есть... Я выражаю ты за свою гимнастику, ты держишься. Я не могу, честно, не могу по-другому. Я не представляю, как можно минуту 30 не поднимать глаза для зрителя. Да, бросать и ловить предметы. Мне просто не захочется туда выходить, вот и все. То есть ты не только гимнастика для судей и для цифр, а ты гимнастка, такой спортсмен, актриса, ты чувствуешь зрителей, и тебе важно выступать для зрителя. Ну, конечно, мне тем более, не знаю, знаешь или нет, много было... Да, вот я как раз к этому и подвожу, хочу, чтобы ты об этом немножко чуть подробнее рассказала, откуда у тебя любовь к зрителю, почему ты уважаешь зрителя, расскажи про свое такое театральное, настоящее. Я с позапрошлого года, наверное, или год, или 2 года назад, первый раз выступала в театре. Первый раз это был в филармонии,
И это очень все спонтанно случилось, меня пригласили, и я решила, почему бы не поучаствовать. Я не помню, первый концерт был посвящен чему, но это была сцена именно театральная, необычная для меня, и совершенно другие зрители, которые приходят посмотреть именно как на искусство. Это не спорт, и ты должен как бы это понимать. Но мне очень понравилось, меня прям это вдохновило, зацепило, и так получилось, как-то так жизнь меня сталкивала, я потом познакомилась с нашим теперь художественным руководителем Большого театра, с Валентином Елизаревым, великий человек в балете, да. И он сейчас у нас возглавляет Большой театр. И так получилось, что я была в гостях и с ним лично познакомилась. У него как раз был юбилей. И я в прошлом году на сцене Большого театра Минска, Беларуси, выступила на сцене театра. Потому что филармония немножко отличается. Да, там чисто технически даже. Да, и туда, по-моему, приезжал Скоридзе даже. Там были очень такая публика высокая. И у меня очень много осталось впечатлений, потому что это что-то очень необычное для меня и очень запоминающееся. И тебе это, наверное, очень близко. Да, потому что ты понимаешь, что тебе не нужно сейчас какой-то результат показывать, ты просто выходишь и даришь эти эмоции зрителям, и тебе не нужно что-то доказывать, тебе не нужно сейчас думать, а какой будет результат и так далее и тому подобное. После Олимпийских игр в Токио ты планируешь завершить свою карьеру в спорте. Связываешь ли ты дальнейшие действия в жизни с театром? У меня были такие мысли и есть, но я пока не могу понять, чем я хочу заниматься. У меня 1000 идей уже было, и они меняются, наверное, каждый день. Но мне это очень интересно, и я бы попробовала себя. Ты олицетворяешь очень творческого человека внутри, и твои купальники, образы — это продуманная история. То есть мы понимаем, что когда выходишь на ковер, что это не просто так. Вот этот купальник не могли взять с девочки и снять. То есть это продуманная история под образ. Расскажи, как это зарождается? Участвуешь ли ты в этом, в постановке программ, в купальниках и в нахождении самого, конечно, образа? Что касается упражнений, наверное, 60-70% я, наверное, даже сама составляю. Но вот если сейчас мы говорим о нынешней гимнастике, то, в принципе, составлять нечего, реально нечего. Ты просто делаешь связки отдельные, бросковые, которые, неважно под какую музыку будут, они по-любому такими и останутся. Это будет медленная музыка или это будет быстрая музыка. А дальше ты просто составляешь на это все одну единственную дорожку, начало и конец, в принципе, все. Но здесь, наверное, даже можно сказать, все-таки сейчас еще идет битва постановщиков, но постановщики не олицетворяются именно как постановщики с хореографической точки зрения, с образности, а именно битва постановщиков-судей, которые хорошо все просчитывают и могут найти эти математические микро-эмки, которые можно, грубо сказать, сунуть, вставить в программу максимально большое количество раз. Но ты не отказываешься от образов. И все-таки про купальники. Потому что твои купальники — это целое искусство такое, мне кажется. Можно сделать маленький музей. Спасибо. Не знала, что это прям настолько. Ну, их, во-первых, часто обсуждают. Если их обсуждают, это все равно значит, они не обсуждают, даже, всегда обсуждают купальники Дины и Арины, потому что там есть рука мастера Ирины Александровны, которая всегда выводит купальники на новый уровень там, истории в художественной гимнастике. И часто, блогеров у нас таких нет, наверное, в гимнастике сильных, но на страницах Инстаграма еще где-то обсуждают твои купальники, нравится, не нравится, подходит, не подходит. То есть, если они обсуждают, значит, они запоминаются. Создание купальников на самом деле происходит по-разному. Бывает так, что вообще никаких мыслей нету, и мы прям тянем до последнего, но в основном я смотрю платья кутюрные, и уже исходя из кутюрного платья, что, не знаю, додумываю себя в мыслях и довожу это до какого-то вот образа именно в купальнике, чтобы это и смотрелось, потому что платье кутюрное, оно длинное, оно может быть с рукавами, оно может быть пышное,
Купальник по-любому будет А ты купальником. адаптируешь его под Адаптирую, художественную да, гимнастику. под купальник, да. Ну, по цветам мне иногда очень сильно помогает и по модели самой, То есть вдохновляешься высокой модой. да. Заключительный важный старт в этом сезоне был чемпионат мира в Баку. Многие переживали, что сборная Беларуси заработает только одну лицензию на Олимпийские игры в Токио. Расскажи, как вы с этим справились и что помогло в самый сложный момент? У меня очень много уже было за мою карьеру таких непростых историй, и я думаю, что тренеры вообще сомневались, что они могут вообще не быть, потому что выступала Настя не очень хорошо, она в каждом виде косячила, и моя лента подвела прям в конец вообще все. А расскажи, что там случилось с лентой, потому что я много раз пересматривала это видео, и это не поддается. Я вообще сама Обоснование. была в полном шоке от происходящего. Там маленький коридорчик. Перед Да. тем, как ты выходишь на ковер, маленькое помещение, где стоял оператор, стоит гимнастка и тренер. Я, получается, отбросила назад ленту, вытерлась полотенцем и начала выходить, соответственно, лента за мной была. Начинаю выходить, а оператор смотрел свою камеру, так, в принципе, в нее продолжал смотреть. Он наступил на мою ленту, а я ленту держу, и она мне просто из руки вылетела. А я уже на арене, меня уже как бы все видят. Я разворачиваюсь, забираю ленту, а он с одного края ленты становится на другой. И то есть я опять не могу подобрать эту ленту. И я ее держу в руках, смотрю на него, а он смотрит на меня. И он же не понимает, почему я на него смотрю. И Ирина Юрьевна, это мой тренер. Она его ударила? Ты знаешь, я думаю, что потом, когда я ленту поменяла во время упражнения, она его точно один Мне раз кажется, я бы на месте упанула. тренера бы ударила оператора, честно скажу. Она сказала, да что вы делаете? Там, если присмотреться, найти видео, там будет очень хорошо слышно, как Ирина Юрьевна А я это очень говорит. много раз слышала, я пыталась понять, там цензурная речь или нет идет. Нет, она сказала все цензурно, сказала, да что вы делаете? Вы в своем уме, по-моему, что-то такое было. И мне пришлось сказать ему, встаньте, пожалуйста, с моей ленты, потому что мне как бы идти надо. И из-за этого получилась заминка, реально заминка. Я взяла ленту, вышла, и можно так сказать, что, конечно, он меня этим сбил немножко. Мы, конечно, спортсмены, но в первую очередь люди. И... Это еще не было в твоем опыте, в большом опыте гимнастическом? Ты знаешь, вообще, чтобы на чемпионате мира это было вообще не очень прикольно, если честно. И я даже не поняла, как я завязала этот узел, я сделала отмах, и как-то вот оно само собой так получилось. И я делала элементы, у меня, получается, была спиралька, и я хотела всмотреться, есть узел или нету. И у меня не получалось, потом перед поворотом я просто ленту положила на пол, посмотрела, да, у меня узел, я доделала этот поворот, быстро поменяла ленту, и потом, если посмотреть тоже видео, у меня дальше был прыжок с броском. Я иду на разбег, и у меня как будто под коленку кто-то дал, я не смогла прыгнуть. Я просто не смогла прыгнуть. И я думаю, а надо упражнение доделать. Но, слава богу, я все доделала нормально, но получила я за ленту не очень много. Да, и, слава богу, я не видела, что я была 21-я после этой ленты. Потому что если бы я, наверное, увидела это на экране... Тебе бы это повлияло на твой... Я умею абстрагироваться и доделать все уже до конца, а потом уже осознавать происходящее. Но вот этот вот период между лентой и обручем, 3-м и 4-м видом, это был такой период, очень странный, потому что все себя очень странно вели, я имею в виду тренерский состав. Мне ходили, все улыбались. Катюша, может тебе это, может тебе платье. Ты понимала, да, что что-то не так происходит? Я думаю, что вы вокруг меня скачете? Что происходит? Но потом я уже когда переспросила, и вообще жуткая ситуация. Если бы не обруч чистый, буквально там какая-то ошибка, то, в принципе, лицензии бы не было. Слава богу, что это осознавала только потом. Ты не знала, с каким грузом ты идешь на обруч на тот момент? Нет, я, если честно, была уверена, у меня нормальный там запас есть, можно нормально выступить, просто чисто сделать, и как бы на этом все. Кажется, там было все намного сложнее. Там была очень драматичная ситуация, и тренерский состав тебе об этом не говорил? Нет. Тебя держали, вообще что... ничего не говорили. Аккуратненько, чистенько выступаем, все нормально. Нет, она просто сказала, давай, еще один вид, все будет хорошо.
да, все будет хорошо. А говорят, спортсмены суеверный народ. Есть суеверия, которые как-то связаны с гимнастикой? Или ты не веришь в это? Выйти на ковер с правой ноги? Ты знаешь, раньше, наверное, это, в большей степени происходит от неуверенности в себе. Мне так кажется. Потому что если ты уверен в 100% в своей работе, ну никакая кошка, дверь, порожек, ничего тебе не помешает. Единственное, во что я верю, хотя я не суеверная, я не могу сказать, что я суеверная, я никогда не возвращаюсь. Если у меня что-то в этот день будет важное, если я что-то забыла дома, вот я никогда не буду возвращаться. Я попрошу кого-нибудь, но я сама не вернусь. Значит, но это никак не связано. Ну да, это даже не со спортом связано. Катя, расскажи, пожалуйста, есть ли какие-то традиции в сборной Беларуси у тренерского состава перед выходом на ковер? На ушко пошептать, потереть? Ты знаешь, такое что-то, что делается каждое соревнование, наверное, нету. Сейчас мне вспомнилась история. Мы когда были на чемпионате мира в Штутгарте в 2015 году, это, кстати, был тоже лицензионный чемпионат мира, Юля Бичун выводила Мелиту. Там, получается, длинные коридоры были, и нужно было проходить такой большой кусок... Длинный путь да, от выступательного ковра до разминочного. И там стояли, работали волонтеры. И вот у нее такое, не то что суеверие было, она первый раз... когда проходила, волонтеры каждый раз желали удачи. Она каждый раз говорила спасибо. И каждый раз, когда он желал удачи, она говорила спасибо, все было хорошо. И потом, когда уже на 4-й раз она проходила, сказала: пожелайте нам удачи. Удачи, спасибо, вот все будет хорошо. Это вот единственное такое, знаешь, что мне очень вспомнилось. Волонтеров надрессировали, чтобы они четко выполняли свою функцию и говорили. Я просто, знаешь, оно как бы так один раз сказано было, все пошло по плану, и решили, что нужно так же это и продолжать. Что это с этим связано? Да, именно с этим. Расскажи, пожалуйста, про период своей жизни. В 15 лет у тебя была операция на сердце. Расскажи, для чего, почему и как. Ты была уже профессиональным спортсменом, такой как бы звездой, звездочкой сборной Беларуси. Как возвращаются в спорт? Какая была реабилитация? Насколько это было сложно? Мне еще не было тогда 15, это был январь, день рождения у меня в феврале, это было завершение 14 лет. История была такая, у меня никогда не было проблем с сердцем, и, как все спортсмены, проходят 2 раза в год медосмотр. Да, медосмотр. Ну и в один прекрасный раз мы пришли на УЗИ, и я была с мамой, помню, я вышла от врача, и перед выходом я спросила, все нормально? Ну, есть вопросы. Ну, так, я не думала, что есть вопросы, и это настолько все сильно закрутится. Мама подошла в кабинет, так коротко я ей рассказала, ну и вопросы, оказывается, были. Ну и потом наш врач в команде, так вот по стечению обстоятельств, времени, сказали, что нужно сделать операцию. Восстановление было... Это была зима, это был февраль. Сказали мне это, наверное, в ноябре, в декабре. То есть я еще месяц тренировалась так, не сильно. И сделали операцию. Первый месяц я была вообще как растение. Мне нельзя было выходить на улицу, мне нельзя было спать на боку. То есть это была достаточно, любая операция на сердце, это серьезно? Ну, конечно, это вмешательство. Это была не открытая полостная операция, это было через вену, там проводили, как прижигали, но все равно это вмешательство в сердце. И нельзя было наклоняться вниз, нельзя было переживать, нервничать, такие. Мне нельзя было заболеть, а это зима, потому что могут быть осложнения, могут быть тромбы и там много чего. Поэтому первый месяц я сидела дома, вообще не переживала, никуда не наклонялась, не спала на боку. Необычный месяц был для профессиональной спортсменки. Ну, ты знаешь, у меня это был еще такой период, я еще даже юниоркой не стала. То есть это тот год был, 2011, в котором я должна была готовиться к чемпионату Европы, который был в 2012 году в Нижнем Новгороде.
И получается, этот год, чуть-чуть поменьше, это полгода, я потратила на операцию на восстановление, и еще полгода вот я восстанавливалась, тренировалась уже, чтобы поехать на чемпионат Европы в Нижний Новгород. Но это так все затянулось, и мне как бы самой было страшно в каких-то моментах, потому что а вдруг так нельзя, а вдруг можно. Ну, наш врач сказал, если я увижу Галкина в первые 3 месяца вообще в зале, я вас тут всех убью, повешу, и будет всем плохо. Какой молодец врач. Ну, потому что это не шутки. И первые 3 месяца я вообще не ходила в зал, потом я как-то начала ходить сначала быстро, но так немножко подбежать уже могла куда-то. Но это было все очень медленно, и это все было по инструкции прям. А эта операция нужна была для того, чтобы ты могла остаться в профессиональном спорте, или это просто для жизни надо было сделать эту операцию? Нет, у меня там не настолько дефект большой был. Для жизни он, в принципе, нормально. Но для большого спорта, для больших нагрузок мне нужно было это делать. И, понимаешь, это был такой период, когда я еще, в принципе, в спорте ничего не сделала, но уже у меня позади очень много прожитых лет. И получается как раз такая вот середина, и бросить уже невозможно. И еще ничего не успел сделать. Ну, еще медалей таких. Да, потому что ты уже как бы проработал 10 лет, но результат вот-вот должен прийти. А тут как раз этот период, когда нужно перейти вот эту планку. И получается, ради спорта, ради возможности заниматься и быть на уровне мировом, тебе, пришлось решиться на эту операцию. Да, но это был неосознанный возраст, скажу честно. Это мама решалась, получается? Это родители, да, и врач. Ну, и еще тренер, конечно. То есть это было, мне кажется, все равно вы могли просто не заниматься гимнастикой и спокойно... Я могла сказать, да, я не хочу, но в первую очередь я сама сказала, что я ничего не хочу слушать, надо, значит, надо. Если есть возможность оставаться, значит, остаемся, делаем операцию, еще что, занимаемся гимнастикой. Да, но я не воспринимала это настолько серьезно. Это сейчас понимаешь? Да, сейчас, да. Если бы мне сейчас сказали, я бы, наверное, сказала нет, я бы не согласилась. Но сейчас ты сейчас подумала. Понимаешь, сейчас проще говорить, потому что я уже очень много чего сделала. Ну да, у тебя есть медали, да, таких соревнований. Карьера, в принципе, у меня уже сложилась, поэтому сейчас уже и не жалко говорить. И был такой момент, когда мне прям страшно было. Это вот период, когда мне надо было дойти от палаты до самого операционного стола. Надо было пешком идти. Куда вы меня ведете? Я не пойду. Нет, я не пойду. Я сказала, я не пойду никуда. Я рыдаю, у меня истерика. И я никуда не пойду. Меня хоть как-то попытались пряником, кнутом. И меня все-таки завели, и все. То есть испугалась, сам такой момент. Да, мне было очень страшно. Я прям рыдала, сказала, не пойду туда. И поддержку оказала твоя семья и тренер, кто рядом был? Семья больше. В тот момент. Да. Но тренер все равно решится на реабилитацию, на полное восстановление. Это все-таки тренер, который работал с тобой на тот период, это, получается, брал на себя дополнительный груз ответственности, потому что восстанавливаться с ребенком после... во-первых, таких ситуаций, мне кажется, даже не было. И всем было, конечно, страшно, но никто не перечил словам врача. И шли да, по инструкции. И просто шли и делали, да, как он говорит. Здорово, это прям такой подвиг тебя как юного такого спортсмена, может быть, ты даже этого не осознавала. Родители, которые ради гимнастики пошли на определенный риск, потому что любая операция, особенно на таком важном органе, как сердце, это риск. И тренеры, как я понимаю, вот себя ставим на место тренера, что браться за ребенка, который, скажем, сказать надо будет делать что-то необычное, это необычно. И слушать врачей, тренеры очень редко любят слушать врачей. Да. Мы же любим все быстренько, заживет. И это просто, понимаешь, как раз был тот период, когда у Мелиты была операция, и у нас практически это было в 1 месяц. У нее в начале января, у меня в конце января. И должна была быть в декабре, но у нее там по обстоятельствам она не смогла сделать операцию в декабре, и поэтому немножко перенесли на январь. Так это, представляешь, как было тренеру, сразу 2 основных спортсмена выходят. Да. Все пережили, все решаемо. Кто из тренерского состава был рядом и переживал с тобой этот сложный период в вашей, наверное, совместной жизни? Это была Ирина Юрьевна Липарская, главный тренер, и
мы по сей день работаем, но с прошлого года получилось так, что у меня есть личный тренер, и это Люба Черкашина. И большую часть, конечно, Люба со мной работает, а Арина, наверное, просто как бы следит за тренировочным процессом. Как помогает ваша небольшая разница в возрасте в вашем дуэте, в тандеме с Любой Черкашиной? Ну, знаешь, мы очень хорошо работаем вместе, хотя раньше были моменты такие, где мы могли и не договориться, и было и непонимание друг друга, но это были какие-то такие моменты. А что касается вот теперешнего времени, то вообще идеально. Люба меня, правда, поддерживает, и я, правда, благодарна, что она умеет слушать, слышать. Ну, и я всегда стараюсь сделать, если так можно сказать, по-правильному. Ну, я и стараюсь не создавать такие ситуации, чтобы был повод каких-то сомнений. Связано с тем, что это, наверное, вот как ты в начале интервью сказала, что за последний год ты много переосмысливаешь и получаешь настоящее истинное удовольствие от занятий гимнастикой. Ну, я уже, да, больше осознанно по-взрослому отношусь к тому, что я сейчас делаю. Ну, и у меня совершенно другое понимание вообще всей системы, взаимоотношений. Поэтому очень, конечно, меняет ситуацию. А теперь наш традиционный блиц. Если один предмет в гимнастике, то какой? Мяч. Если дочка в гимнастику пойдет? Нет. Почему? Не хочу. Нет, если будет это ее желание, я объясню, что это такое. Если все равно захочется, то она пойдет туда. Самая запоминающаяся фраза от твоего тренера? Давай, я не знаю. Смешной случай из жизни в гимнастике? Да, есть такой недавний случай. Это как раз был на Европейских играх в Минске. Закончились соревнования, и я приехала во дворец гимнастики. И у нас с недавнего времени работает лифт там. Там всего 4 этажа. И лифт, ну, как понимаешь, там немного живет людей, всего 20 человек, и лифтом пользуются крайне редко. Ну, я с чемоданами, с цветами, с обручем, с сумкой накрашенная, в купальнике. Захожу в лифт и доехала до 3-го этажа и благополучно там застряла. И пришлось звонить, поднять все руководство на уши, и меня где-то через минут 20-30 достали до этого лифта. Я и директору позвонила, и президенту федерации. То есть такое ЧП в дворце гимнастики. Да, при том как раз мне в лифт позвонили и с администрации президента поздравили с хорошим окончанием соревнований. Это все было в лифте. Зато этот разговор запомнится на всю жизнь. Да. Я как раз сказала, что я застряла в лифте, и Могилев в лифт Маш вообще лучше, я не знаю, после этого этот человек еще работает на своей работе. Кать, пожалуйста, пожелания для гимнасток, родителей гимнасток и тренеров, которые нас смотрят. Гимнасткам хочу пожелать не бояться. В спорте всегда идет взлеты и падения, и не останавливаться на достигнутом. Это жизнь, и бывает всякое, поэтому работать, и обязательно тот час счастливый, он обязательно наступит. Тренерам терпения, мамам терпения. Очень точно и очень полезно. Огромное спасибо тебе, что приехала из другого государства к нам, из города Минска, столицы Беларуси. Спасибо, что начала с нами такой период, когда действующие гимнастки с нами разговаривают о гимнастике. Для нас это очень важно и почетно. Желаем тебе успехов, здоровья и получить максимум удовольствия от заключительного года. Но надеюсь, что этот год ты будешь вспоминать только добрыми эмоциями. Огромное тебе спасибо, что поговорила с нами о гимнастике. Спасибо большое. Мне было очень приятно пообщаться с вами. Спасибо.